На плацу стояла привычная строгость, строй, ровные ряды, голоса инструкторов. Но в воздухе витала напряженность. Молодой офицер, уверенный в своей безнаказанности, шагнул вперед. Его голос звучал громко и язвительно, когда он обратился к новобранке. Он ухмылялся, комментируя ее ошибки, смакуя каждое слово, а вокруг десятки глаз следили за унизительной сценой. Девушка побледнела, потом залилась краской, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. Она стояла прямая, но внутри ее разъедала беспомощность. Смех офицера резал воздух, пока внезапный нарастающий гул не прервал все. Сначала это был гул, похожий на далекий гром, но через секунды над плацем появились тени. Черный вертолет снижался прямо к строю. Воздух завибрировал от грохота лопастей. Пыль и песок закружились вихрем, ударяя в лица солдат, сбивая смех и разговоры. Все прикрывали глаза ладонями, а офицер, еще секунду назад самодовольный, растерянно отступил. Вертолет тяжело коснулся земли. Дверь со щелчком открылась, и на плац шагнули люди в черной форме. Их движения были выверены, шаги синхронны. Шлемы закрывали лица, оружие они держали не угрожающе, а спокойно, символ силы и дисциплины. Это были бойцы специального подразделения, которых знали лишь по слухам, защитники гражданских и наставники для новобранцев. Строй замер, смех оборвался. Никто не понимал, что происходит, но все чувствовали, это необычное прибытие. Атмосфера сменилась, теперь в воздухе стояла не насмешка, а ожидание. Командир группы сделал шаг вперед, его голос прозвучал громко и ровно, перекрывая шум моторов. Здесь нет места унижению. Его слова не требовали объяснений. Взгляды бойцов скрестились на офицере. Тот побледнел, сжал губы и бессильно опустил глаза. Девушка, которую он пытался осмеять, стояла с поднятой головой. В ее глазах впервые за день мелькнула уверенность. Она чувствовала, что теперь не одна. Все новобранцы вокруг, свидетели этой сцены, понимали, это не просто прилет вертолета. Это урок. Демонстрация того, что истинная сила проявляется не в высокомерии, а в умении защитить и встать за справедливость. С этого дня на плацу больше никто не решался смеяться над другими. В их памяти навсегда остался шум винтов, пыль, закрывшая солнце, и тени бойцов, вышедших из черного вертолета, чтобы напомнить, достоинство важнее страха.